Меня зовут Александр Российский, и большинство из вас меня знает как автора и создателя концепции другого взгляда на человека. Но мало кто знает, что еще в 2019 году я создал изобретение, которое в принципе ставит под вопрос все те правила, законы, научные изобретения и так далее, существующие в нашем мире. Потому что если опубликовать и придать огласку тому, что я изобрел, то придется пересматривать современные законы физики, химии, медицины, психологии, всего-всего. Потому что в современных условиях нельзя объяснить, как это работает с помощью физики, с помощью химии. То есть это необъяснимо. Но это уже на протяжении последних 6 лет для меня является абсолютной рутиной. Такой же, как для вас, там, не знаю, почистить зубы. Так вот, я с этим чудом соприкасаюсь уже на протяжении 6 лет. И для меня это не является уже чем-то удивительным. То есть для меня это норма, просто гениальная норма, невероятная норма. Я к этому отношусь как к чуду. Но у меня не вызывает непонимания, как это может быть. То есть я это открыл, и я прекрасно понимаю. Но для меня постоянная трудность, как мне вам объяснить об этом изобретении, об как оно работает и так далее, если в рамках текущего миропонимания вы с этим не сталкивались и не знаете, если вы это не изучали в школе, в университетах, если считается, что такого не существует, но вот же оно физически воплощено и существует. И то есть вот эта дилемма на протяжении последних 6 лет меня просто убивает. Это уже 3-й мой выход, когда я решился опять идти и доносить это. Первый выход был в 2019 году, когда я еще был вообще юнец, но я поймал такой уровень хейта и агрессии еще на те свои молодые годы, и когда еще не был, так знаете, вот в социуме стойко не стоял, еще не работал там со звездами, еще не имел деньги, короче, не поднялся, скажем так. И то есть для меня это тогда было очень большим ударом. Я закрылся и все, я как бы думал, пошли вы все нахер, я больше вам никогда ничего не расскажу. Спустя 3 года примерно, то есть я уже как бы немножко социально состоялся и вторую попытку сделал. Тогда уже прям где-то на протяжении года я прям активно об этом говорил, вот у меня на канале есть куча роликов, я об этом рассказывал, записывал. Даже селебрити уже начали покупать и так далее. Когда ты чувствуешь невероятное ощущение, используя эти скрипт-кассеты, которые создал очень талантливый человек Александр Российский. То есть это уже как бы пошло немножко в мир. Но потом из-за того, что люди просто начали десятками и сотнями писать именно с одинаковыми какими-то глупыми вопросами, глупыми то претензиями, то попрошайничеством и так далее, типа я хочу, дайте. И вот это вот все, короче, меня так выбесило, что я это просто закрыл и начал только в рамках для своих учеников это все уже как бы в узком кругу своих единомышленников распространять. Но дело в том, что сейчас вот на протяжении 25 года я как почувствовал, что, знаете, как новый виток, силу и желание об этом говорить. То есть даже не с точки зрения того, что ребята, у меня есть скрипт-кассеты, приходите, покупайте и так далее. Нет, я хочу, чтобы сам факт наличия таких возможностей, технологий появился в ваших головах в виде файлов, то есть чтобы вы вообще осознали, что так бывает. Потому что смотрите, например, 20 лет назад, если бы мы с вами говорили о медитации, то есть я бы сказал, вы медитируете, вы знаете, что такое медитация? То больше половины из вас бы сказали вообще, что нет, я не знаю, что такое. А еще остальная группа людей, практически все, говорили бы, это что, какая-то там секта, Индия и так далее. То есть люди бы не понимали, что это такое. А на сегодняшний день, спустя 15-20 лет, это практически там, не знаю, практика огромного количества людей по всему миру, никак не связана ни с религией, ни с эзотерикой, а просто некоторая такая психологическая, духовная практика для того, чтобы чувствовать себя лучше. Но дело в том, что я не медитирую, потому что мне это неинтересно и скучно. И я всегда так считал. И вообще я считал, допустим, почему то, что было создано, допустим, там 2000 лет назад, люди жили в каменном веке и это делали, почему мы сейчас, вот обладая вот таким городом за окном, вообще летаем, такие технологии, почему мы должны делать то же самое? Почему, например, раньше ездили на телегах, пахали на конях, а теперь мы существуем в таком технологичном веке, когда все совершенно по-другому, и производительность в 10 раз быстрее, все урожай, все лучше, сильнее. Так почему мы тогда подходим к старым вот этим техникам, садимся, вот эти позы и так далее? Почему это не может быть по-другому, не более быстро, интересно, технологично и так далее? То есть вот этот вот открыватель, он во мне с самого детства. И я вообще вам скажу так, что в детстве у меня была мечта обладать тем, чем никто не обладает. То есть я всегда такой думал, ох, мне бы вот какую-то такую штуку, и вот она бы у меня была, и я бы был вот самый-самый, и потом бы типа продавал бы и контролировал бы вот этот вот процесс. То есть, знаете, ни у кого нет, а у меня есть. То есть вот какие-то такие немножко эгоистичные замашки. Но дело в том, что тогда, когда я был маленький и ребенок, там 5-6 лет, я не понимал самое главное, что наличие изобретения у тебя ничего не дает. Вот что толку? Вот есть у меня изобретение, а как его донести, вы понимаете? То есть, условно говоря, вы держите iPhone в руках,
соцсетях, и для вас это нормально. Почему? Потому что об этом уже миллион раз говорили, все по телевизору показывали и так далее, и так далее. То есть это целые индустрии, целые огромные умы, целая планета вот так вот говорили: ребята, вот кредитные карты, пользоваться вот так. То есть это целые корпорации делали вот эту подготовку и как бы воспитание мыслей населения. То же самое, например, происходило с качалкой, когда изначально это было только такой андеграунд, качки, где-то там в Советском Союзе полугопники качались там и так далее. А потом, когда за это взялись корпорации, они это возвели в культ современного образа жизни. И сегодня в каждом вот богатом доме существует свой спортзал, фитнес-зал и целые как бы wellness-центры. Короче, это целая пошла образ жизни. Так и вот те скрипт-кассеты, которые я открыл, это как бы образ жизни будущего. То есть я уверен, что потом в дальнейшем на базе вот этой технологии изобретения скрипт-кассет будут не только скрипт-кассеты от меня, а будут различные другие изобретения от других брендов, корпораций, других суперспециалистов и так далее, которые будут изобретать свои как бы программы, скрипты, к которым вы будете подключаться и получать здесь и сейчас результат. Но пока на данном этапе я являюсь первопроходцем. И то есть вот это вот видео служит для того, чтобы я попытаюсь просто поделиться, объяснить, и вы, если человек развитой, умный, осознанный, если вы не законченный материалист, то вы сейчас начнете понимать меня и слышать. И, возможно, даже какая-то часть скажет: ого, ничего себе, как это гениально, какой это крутой чувак. То есть вот смотрите, начнем с самых азов. Что такое скрипт-кассеты? То есть как они работают, как вообще это происходит все, хоть на базовом уровне. То есть суть заключается в чем? Что вы живете в мире, в котором вы чувства называете просто чувствами. Горячо, холодно, нервничаю, стресс, люблю. То есть вы это называете как бы шаблонами, словами, приняты в нашем обществе. Но на самом деле за вот этими всеми словами, шаблонами, если разобраться, стоит глубже, идем в анатомию, в психологию, что это такое. То есть, например, если мы пойдем с точки зрения тепло-холодно. Что такое тепло-холодно? Тепло-холодно — это когда рецепторы, находящиеся на твоей, допустим, ладони, руке, чувствуют, как датчики при соприкосновении с физической какой-то поверхностью другой, например, вот сковородка горячая, ты поднес руку и такой: опа, твои датчики мгновенно возбудились электрически и подали импульс в твою нервную систему в мозг. Мозг, сразу же поймав этот импульс, говорит: убрать, посылает обратно сигнал, чтобы типа убрать это все, иначе мы сейчас нахрен тут сгорим, наша рука. То есть это настоящая реальность, потому что ты дотронулся до горячей сковородки, стало очень горячо, весь этот процесс сработал, и ты убрал руку. То есть это все понятно, это легко. Теперь смотрите дальше. Теперь уже немножко начинается нематериалистичный уровень. То есть вот у нас есть физический мир, тот, который мы видим, чувствуем, трогаем и так далее. И в нашем социуме доминирующая, господствующая идеология такая, что вот это все и больше ничего нет. То есть ты родился, это просто твое физическое тело, ты просто случайно родился, просто смесь какой-то эволюции, из обезьяны ты превратился, большой взрыв произошел, и вот какое чудо, взрыв произошел, а собрался этот лего-кубик вот в такой идеальный мир, в котором все вот на 1 градус перекосится и мира бы не существовало. Ну вот так вот расхреначило, а собралось все вот в единый пазл. То есть вы пробовали когда-нибудь, например, взять конструктор лего, взять его нахрен вот так вот раскидать, а потом, чтобы каким-то образом это лего собралось в одно, в единственное, в прекрасное, вот в такой реальный, прекраснейший мир, как наша вот физическая реальность, физическая планета и так далее. Конечно же, это невозможно. То есть у этого так или иначе существует идея. Я не знаю, чья это идея, там, Творца, кто верит в Бога, какой-то природы, вселенной. Ну, то есть существует вот этот вот разум. Я называю это коллективное бессознательное. То есть помимо того, что существует физическое наше пространство, у этого пространства, как слепо, как матрица, есть энергоинформационная реальность. То есть, условно говоря, наш физический мир — это как бы компьютер и жесткий диск на нем. То есть вот он здесь сейчас. Но ты же при этом, не обладая файлом на компьютере, можешь это все подключиться туда к облаку в интернет и оттуда получить какой-то файл. Вот так же самое примерно происходит и в нашем мире. То есть, как я сказал, сковородка горячая — это физическая поверхность, физический мир, физические чувства. Но как сами файлы, как сам смысл наличия слова «горячее» — это как бы файл в коллективном бессознательном. А значит, при подключении определенном и при записи этого чувства мы можем
симулировать, то есть подменить чувство горячее. То есть, простыми словами, ты можешь поставить на скрипт-кассету руку и ощутить любое чувство, которое я туда запишу. Любовь, невесомость, теплоту, холод, дрожь и так далее. То есть, неважно. Я могу записать туда любое какое-то настроение, любое какое-то состояние. Потому что если вы начнете разбираться, то, допустим, а что такое любовь? То есть, это определенное состояние, при котором у тебя там в животе бабочки, при котором у тебя определенная биохимия, при котором ты определенным образом себя чувствуешь и так далее, и так далее. Так вот это все, если ты мастер, если ты гений в этом, ты можешь разобрать все на микроимпульсы, записать это, и другой человек сможет подключиться и напрямую это считать. То есть с точки зрения физического мира это как бы фейк, этого нету. Но ты это испытаешь внутри своей нервной системы, внутри своей головы, внутри всего себя. То есть вы понимаете, к чему я веду? То есть я веду к тому, что один человек, например, прокачавшись, посвятив годы чему-то, он обладает определенным слепком состояния. То есть он, например, дошел до очень глубинной степени медитации, в котором его внимание превращается в точку. И вообще нет физического тела, он ничего не чувствует. Просто как растворился в пространстве. И только лишь вот какая-то точка внимания вот это витает. И дело в том, что можно вот это состояние, если ты умеешь его разобрать, как я, ты его разбираешь, записываешь, и другой человек, будучи абсолютным новичком, там, который никогда даже не медитировал, ни одного дня ничего не делал, он просто подключается, и его нервная система, его мозг считывают это все состояние и запускает на его рецепторы в его теле, и он погружается в это состояние. Ты представляешь, не нужно 10 лет вот это сидеть в пещере, не нужно ничего, здесь и сейчас он получает это состояние. То есть это же переворот, это переворот в психологии, это переворот в эзотерике, это переворот в медитации. То есть эти все вещи могут быть абсолютно теперь другими. Это как появление компьютера, появление телефона, соцсетей. Это меняет нашу реальность, когда это будет повсеместно. То есть люди будут развиваться вообще в разы быстрее и не будут иметь тех проблем, которые имели. То есть я хочу сказать, что человек это как определенный биокостюм, биоробот с нервной системой, с датчиками. И можно этот костюм апгрейдить такими скрипт-кассетами, то есть готовыми состояниями, готовыми записанными состояниями, мозаиками рецепторов, к которым подключаешься и получаешь готовое состояние. И дело в том, что я могу разложить так все, что угодно. Например, я как специалист работы по зажимам, то есть за моей спиной больше 10 лет работы непосредственной, практической, своими руками, своих знаниях, которые я открыл, которые я вот практиковался, делал. Работы с клиентами, с телами, с зажимами. То есть тебе до этого, условно говоря, прикинь, 10 лет идти. То есть без лишней скромности это недосягаемый уровень, не то что там для новичка, для 99% людей. Потому что я в этом очень талантлив, у меня это очень хорошо получается, и я всю свою жизнь посвящаю этому. А теперь смотри, то есть я же помню процесс того, как я взаимодействую с определенными проблемами. Например, у человека перекошен таз. То есть я знаю на уровне воспоминаний, ощущений, каково это, где напряжено, что, как. И я знаю норму здорового таза, как он должен быть выпрямлен, какие должны быть ткани, насколько теплые, насколько мягкие, насколько все. И то есть я закладываю туда скрипт от текущей твоей версии, которая у тебя, перехода в эталонную в эту. И получается, что происходит? Когда ты подключаешься к этой скрипт-кассете таз, то твоя нервная система, она считывает, какая у тебя текущая конфигурация, какое у тебя текущее положение. И исходя из того, что у тебя, стремится максимально к тому, что записал идеальному я. То есть у тебя определенные поломки, зажимы, напряжения, блоки. И вот исходя из твоей персональной конфигурации, твое же тело восстанавливается, идя к этому идеальному трансформированному образу. То есть ты понимаешь, насколько это революционно, насколько это может быть интегрировано и изменить практически все сферы нашей жизни, где существует вот человек. То есть вы понимаете, что, например, такие направления, как остеопатия и тому подобные тонкие воздействия, где сидит специалист, там вот это вот колдует и так далее, то есть это проигрывает технологически тому, что у тебя есть скрипт-кассета, потому что ты работаешь, во-первых, напрямую, без посредника со своим организмом. То есть тебе не нужны другие руки другого человека, который извне пытается это все поймать, какие-то там вибрации, какие-то ритмы тела. Когда твое тело напрямую знает лучше этого, и у него будет такой виртуальный путеводитель. То есть, условно говоря, остеопатия будущего, это когда каждый специалист по остеопатии будет свои скрипт-кассеты готовить, изготавливать и давать это своим клиентам.
а клиент будет в удобное для себя время, бесплатно, один раз купив, будет бесплатно, без всяких подзарядок, без очередей, без хождения, просто приходить и получать вот это автоматически, как бы процедуру, и руки этого специалиста только опосредованы. То есть это какая-то как некая телепатия, только через физический носитель, такой как скрипт-кассета. То есть не нужно будет напрямую и тому специалисту одно и то же сидеть часами, и людям не нужно будет ходить туда. И то есть мир также изменится, как говорю, как от компьютера, от всего. То есть я когда об этом говорю, когда только даже размышляю, у меня такой жар в груди, такое у меня вот, знаете, возбуждение, вот это вот психологическое, вот эта вся душа просто горит и желание. То есть я хочу, чтобы это пошло, становилось в мире, но я не знаю, как это, ну что я с этим могу сделать. То есть как я могу в текущем мире, который немножко не готов к этому еще, как это донести, как пронести. То есть любой человек, который взаимодействует со скрипт-кассетами, он сразу же мгновенно чувствует это подключение. Прикладываешь руку, и по руке такой идет энергетический приход, как-то еще можно назвать. Причем так мощно, что ты даже поверить не можешь, что это происходит. Ты здесь и сейчас просто чувствуешь на уровне физическом вот эти ощущения подключения. То есть у тебя, ну получается, допустим, если скрипт-кассета таз, да, ты ставишь руку на это, и то есть у тебя в прямом смысле, вот послушай меня, в прямом смысле, ощущение, что, я понимаю, что это звучит бредово, но ощущение, что невидимый человек поставил руки тебе на таз, и вот с твоим тазом происходят вот какие-то штуки. То есть я бы даже сказал, что это смесь ощущения, что кто-то извне руководит немножко. И я бы даже сказал, что это изнутри само тело как бы вот руководится. То есть это тяжело сказать, потому что нигде, ни в чем в другом ты никогда это не мог ни ощутить, ни почувствовать. Потому что значит тело? Вот, допустим, все знают ощущение судороги, да? Когда, получается, ты лежишь, а потом тебя так вот, и ты такой, и крутит, ногу закрутило само и больно. То есть это же само оно произошло, только это очень плохое явление, болезненное и неполезное, вредное, да? Так вот, скрипт-кассета — это такое же взаимодействие, то есть тело само начинает, как вот судорога, она сама началась и тебя крутит. Так вот здесь скрипт-кассета тоже, только делает это супер приятно, кайфово, идеально. Вот 10 из 10 по воздействию, по силе, ты просто в моменте, в кайфе, оно происходит, оно прям так выпрямляет эти блоки, у тебя там слезы текут, у тебя происходит процесс, у тебя там внутри энергия, возбуждение, потому что те как бы застойные зоны вокруг интимных органов и так далее, туда идет энергия кровоснабжения, там начинает это все питаться, нервное окончание, и ты чувствуешь как бы оживание, как будто там молодеет, теплее, то есть это супер кайфово. И так вот скрипт-кассеты есть физически по всему телу. Это я еще не говорил про главную скрипт-кассету вертикаль, то есть сейчас вот тут прикреплю видео и вообще буду в течение этого ролика прикреплять различные видео, в конце тоже будут, чтобы вы посмотрели и вообще шли, изучали этот вопрос. Александр уже более 10 лет работает с мышечными зажимами, работает с людьми, показывает потрясающие результаты. И вот на основе своей работы, на основе наблюдений за людьми он сделал потрясающий проект. Александр создал, можно сказать, пульт для управления нашей нервной системой и нашим подсознанием. То есть вы можете отправлять прямой сигнал и в нервную систему, и в подсознание через работу с скрипт-кассетой. Что такое скрипт-кассета? Это записанные состояния для нашего подсознания, для нервной системы. И когда мы подключаемся к скрипт-кассете, начинаем делать с ней работу, то наше подсознание, наша нервная система входит в определенное состояние и выдает нам мгновенный отклик. Если раньше нужно было сидеть по 20 часов в медитациях, каждый день прорабатывать, чтобы счищать вот эти вот слои доступа, то сейчас можно напрямую, как по Wi-Fi, как по точке доступа, дойти до нужного момента в нашем подсознании или в нашем теле и произвести работу. Я как человек, который работает с энергопрактиками, с людьми, у меня уже 8 лет энергопрактик, я изучаю всевозможные течения, обожаю биохакинг и считаю, что это реально инновационный, революционный продукт. Я большой скептик, я большой любитель науки, и это меня просто поразило. Сказала, моя самая любимая кассета — это вертикаль. Она запрограммирована не как остальные, там вот есть, например, живот вверх, они специализированы. Вертикаль может выполнять любые ваши команды и дает мгновенный доступ к подсознанию, что просто потрясающе, потому что я постоянно перепрописываю программу в подсознании, постоянно загружаю туда новую информацию. Мне очень понравилось недавно выражение, что процесс саморазвития, он бесконечный, потому что ты не знаешь, каким человеком ты можешь стать. И когда есть такие эффективные инструменты, и ты можешь смотреть, каким человеком ты становишься в процессе работы, это, конечно, поражает. На самом деле скрипт-кассеты могут проработать, во-первых, тревожность. Я лично увидела снижение тревожности мгновенно после работы со скрипт-кассетами. Сейчас очень тревожное время, и
крайне необходимо снимать ее, потому что с тревожностью это, во-первых, привет зажим, а во-вторых, с ней невозможно делать какие-то эффективные решения. Снимает мгновенно стресс, убирает мышечные зажимы, дает ток энергии, работает с подсознанием. Куча полезных функций за крайне демократичную цену. Я уверена, что скрипт-кассета, она станет вашим любимым помощником, и вы сможете проработать большинство психологических проблем, и не только. Если раньше нужно было тратить миллион времени, миллион лет, да, много лет на то, чтобы выйти на какие-то уровни, сейчас это все крайне доступно и эффективно. Так вот, вертикаль, это уже за гранью даже мыслимого, то есть это уже даже не чудо, это сверхчудо. То есть что такое вертикаль? Если наше тело, оно состоит из сознания, подсознания и нервной системы. Так вот, при помощи вертикали, подключаясь, вот эти барьеры между сознанием, подсознанием и нервной системой, они как бы уходят. И то есть то, что ты сознательно про себя говоришь, оно напрямую идет в подсознание и в нервную систему. То есть, например, ты можешь сказать расслабить ноги, и мгновенно здесь и сейчас ноги начинают расслабляться, какая-то там дрожь пошла. Или ты можешь дать такую команду, типа, пойти в подсознание и найти в детстве психотравму, которая влияет на твои отношения с мужчинами. И у тебя туда идет какое-то воспоминание, идет вихрь. И потом, когда ты говоришь удалить эту психотравму, и в голове начинает как бы так, как миксером, и в теле такое тоже начинает происходить в той зоне, где зажим, где вот непосредственно вот этот импульс застрявший. То есть в груди, например, если речь идет о любви, идет в груди. Если о каком-то там стеснении, стыде, это либо паховая зона, либо в животе. То есть там прям какое-то торнадо начинается, ткани, вот ты чувствуешь внутри прям, аж как бы чуть-чуть такой, как спазм расслабления. И то есть ты своей командой это управляешь, то есть вы понимаете? Или, например, можно даже задавать такие протоколы, как я говорил, там, например, вертикаль, проработать мужественность. И то есть у тебя в голове приходят как бы такие, как некие осознания, такие как мыслеформы. И ты потом выходишь на улицу и чувствуешь себя по-другому, сразу же. То есть у тебя как бы взгляд меняется, у тебя ощущения меняются. То есть ты, по сути, получаешь доступ, как клавиатуру и компьютер, к своему вот этому биокостюму. И вот это просто же потрясает. И для меня, вот еще раз говорю, для меня последние 6 лет это норма жизни. Я поэтому-то и поднялся так сильно. Личность очень сильно меняется. То есть у тебя такая фора перед обычным человеком, что просто невозможно облажаться, ты понимаешь? То есть когда человек обычный живет в обычном мире, условно говоря, ездит на лошади, а ты Феррари имеешь, как ты можешь, это же вообще даже не конкуренция. Ты выигрываешь эту социальную конкуренцию элементарно. Ты любую свою проблему, то есть ты устал сильно, ты поставил руку на вертикаль и говоришь, вертикаль восстановится за 6 часов, завтра мне надо. Все, на завтра ты просыпаешься выспавшийся. Вот я вчера лег где-то во 2 часу, работы было много, монтаж и так далее. И я сегодня в 6:20 встал сам. Будильник у меня на 6:30, я в 6:20 проснулся, и все, ощущение, состояние просто абсолютно, как будто я выспался, поспал 8 часов, полон энергии, сейчас иду в спортзал. То есть ты как бы можешь регулировать процессы, происходящие внутри тебя. И самое главное, что это все безопасно, самое главное, что это все без каких-то побочек, самое главное, что ты процветаешь, тебе от этого в кайф, никакой боли, никаких там, ты не чувствуешь ничего, никаких минусов, ты чувствуешь только плюсы, и твоя жизнь становится только лучше. И тебе не нужны никакие ни зарядки, ни комплектующие, ничего. То есть оно у тебя есть, и вот будет столько, сколько будет физический носитель этого. То есть доступ у тебя всегда остается на всю жизнь. Кодовое слово только с тобой, никто его не знает, кроме тебя. Но это уже непосредственно, когда если кого-то это заинтересует и так далее. То есть такие вещи, они уже подробно обсуждаются. Здесь я хочу просто донести базовые вещи, хотя бы понимание, чтобы вы поняли, что такое бывает, ни хрена себе. Чтобы вы посмотрели этот плейлист, который там 14 роликов или сколько. Посмотрите это все, изучите, ребята. Потому что это, даже вот просто, если вы даже не будете иметь скрипт-кассеты, сам факт того, что вы расширили свое сознание и приняли тот факт, что такое существует, это уже меняет очень сильно твою как бы мир, твою жизнь, твое вообще миропонимание. Это то же самое, что вот, допустим, живет какой-то дикарь где-нибудь в Австралии на острове первобытном. И ему просто факт увидеть человека с телефоном, который может записать на камеру и так далее, он уже делает его не дикарем, потому что он как бы увидел, что так бывает. Так вот здесь то же самое. Сам факт того, что вы с этим столкнетесь, хотя бы на уровне вот этого ролика, уже как бы дает понимание, ничего себе, а зачем я делаю старые вещи, а зачем я вот в этих бесконечных медитациях, а почему я трачу так неэффективно свое время, а почему это так неинтересно, а можно из этого сделать игру и каждый день менять разные кассеты и по-другому играть, достигать новых результатов и делать это в кайф, в интерес. Поэтому кого затронуло, прям отклик сильный получили,
идите в телеграм-группу, изучайте там, смотрите отзывы по скрипт-кассетам, читайте вообще, что там, какую информацию я даю. То есть это, в другом месте вы нигде этого не найдете, потому что скрипт-кассеты, как я сказал, то есть это еще, я типа первопроходец вообще в этой будущей какой-то отрасли квантовой, или я даже не знаю, как это потом будет называться, но точно не нашего вот этого физического банального мира. А люди, которые с этим не согласны, не понимают, не принимают, не тратьте свое время и ваше настроение, мое настроение, закрыли и все, пошли дальше. Но если в ваших глазах я какой-то недоразвитый дурачок или инфо-цыган, так окей, пусть будет так. Я так что, к тебе лезу, что ли? Я говорю это про людей, которые слышат, для людей, которые слышат. Тем более, что ты не прав, по факту я тебе клянусь, ты не прав, это существует, это здесь, с этим люди работают. Зачем, карму себе портишь, зачем груз на душу берешь, когда ты, не понимаешь просто, ты с этим не сталкивался и не имея такого опыта, говоришь теперь все дураки. То есть это вообще самая глупая манера и вот уровень самый глупый поведения. То есть я никого ни к чему не принуждаю, и я скажу больше, то есть ты не можешь просто так вот мне написать и сказать: Александр, я покупаю кассеты. То есть есть собеседование, есть вопросы, ты на них отвечаешь, я рассматриваю непосредственно, на каком ты вот вообще, для чего ты это хочешь, какие у тебя мысли, вообще мотивы, позитивные, непозитивные и так далее. Мы рассматриваем, если я уже чувствую, что да, мне как бы откликается, то все правильно, только тогда я изготавливаю. То есть ты не можешь ни за какие деньги это купить, это не в магазине, это не открытый, это не зубную щетку купить, это эксклюзивный инструмент, доступный для своих. То есть какую-то базовую информацию я дал, иногда я буду на этом канале выпускать еще ролики по этой теме, но более подробно это все вот в специальной группе в Телеграме. Идите туда, и там мы будем на более близкой связи. Будьте здоровы, берегите себя, пока.